Андрей с родителями жил в небольшом сибирском рабочем поселке, недалеко от железнодорожной станции. Отец работал путевым обходчиком, а мать– стрелочницей. В общем, рос он в семье железнодорожников. Частенько Андрей бывал с отцом или с матерью на станции, видел проезжающие пассажирские поезда и грузовые составы. И, уже с детства, Андрей мечтал стать машинистом, водить поезда на дальние расстояния. Закончил успешно школу. В областном центре поступил в железнодорожный техникум. Отучился, получил специальность машиниста. Приехал в свой родной поселок и поступил на работу на железнодорожную станцию. Поначалу Андрей работал помощником машиниста, набирался опыта. Перегонял старые тепловозы со станции на полустанки, гонял их на ремонт в ангары. Андрей был ответственным, вникающим в свое дело человеком. Быстро и успешно все усваивал на практике. И, уже через год, набравшись навыков и опыта, работал машинистом. Руководство назначило его на грузовой локомотив. Он уже гонял небольшие товарники с различным грузом по всей области. А через года Андрей уже был опытным машинистом. На больших составах он доставлял грузы на дальние расстояния в разные регионы Сибири. Время шло. Наступила зима. Андрей отправился в очередной рейс. Локомотив набрал обороты и стремительно помчался вперед. Андрей вглядывался вдаль пути, непроизвольно обозревая бескрайние, таежные просторы. Был зимний день, и машинист Андрей отправляется в очередной свой рейс по бескрайним просторам Сибири. Далеко, впереди, Андрей, вдруг, увидел на пути темные точки. Может, показалось, подумал он и на мгновение, отвел взгляд в сторону. Потом снова посмотрел вдаль железнодорожного полотна. Андрей вновь посмотрел вперед и уже увидел силуэты, которые были на месте и не двигались. Локомотив стремительно приближался к ним. Присмотревшись повнимательней, Андрей уже отчетливо видел, что это не что иное, как целая стая волков. Они стояли намертво на путях и не двигались с места. Их взор был обращен к приближающемуся составу. И тут они, протяжно и громко, в один голос, завыли, будто предостерегая от какой-то беды. Они стояли на путях и не двигались с места. Их взор был обращен к приближающемуся составу, и тут они так громко и протяжно, в один голос, завыли, как будто предостерегая от какой-то беды. Машинист стал немного тормозить, сообщив диспетчеру, что он вынужден сделать остановку и не может пока двигаться дальше до выяснения обстоятельств. На другом конце провода дали добро на остановку. Метрах в 100 локомотив остановился. Волки перестали выть. Присмотревшись повнимательнее, Андрей просто обомлел от увиденного. На путях лежал мужчина, а волки, окружив его, просто стояли и не двигались, глядя то на мужчину, то на поезд. Матерый волк, как бы доверяя этого мужчину машинисту состава, подошел, лизнул его в лицо, затем рыкнул на стаю, и волки, следуя за ним, удалились в лесную чащу. Андрей со своим помощником заметили, что мужчина задвигался, но по-прежнему не мог встать. Они поняли, что с ним что-то случилось. Андрей, нарушая правила, оставил локомотив и двинулся к мужчине. От увиденного кровь стыла в жилах, он был пристегнут наручниками к рельсам. Это был местный егерь, Иван Степанович. Он, конечно, был рад машинисту, которому рассказал, как он тут оказался и кто с ним совершил этот зловещий поступок. Это браконьеры, с которыми он давно борется. Они уничтожали самых редких животных, как тигры, не говоря уже о волках и их детенышах. Я им был, как кость в горле, убирал их ловушки, капканы, а 2 года назад я встретился с ними при обходе угодий, когда они направлялись к волчьему логову. Чтобы расправиться с волчьим семейством, а их детенышей забрать и продать, говорит Иван Степанович и добавил, пришлось применить оружие, сделав пару выстрелов вверх. Вот тогда-то они мне и сказали, что мы еще встретимся. И вот сегодня встретились. Хладнокровно пристегнули меня к рельсам, прекрасно понимая, что сам я не смогу отсюда уйти никак. А эти волки, мои друзья, которых я спас 2 года назад, они охотились на дичь и наткнулись на меня. Они, волки, понимали, что их лучший друг в беде, но что они могли сделать с наручниками? Они просто стали на пути, не щадя своей жизни, чтобы поезд не наехал на их друга. Иван Степанович поблагодарил своего спасателя, пожав ему руку, но Андрей сказал: «Да что мы? Это спасибо вашим друзьям, волкам. Они поняли, что с ним что-то случилось.
Хоть и не по правилам, но пришлось оставить помощника, а самому отправиться к мужчине. Андрей оторопел, когда увидел, что он был пристегнут наручниками к рельсам. Это был местный егерь Иван Степанович. Он, конечно, был рад машинисту и все ему рассказал, как он тут оказался и кто с ним совершил такой зловещий поступок. Браконьеров, конечно, нашли, наказали, получили свое. Но сам факт человеческой жестокости и благодарной преданности со стороны зверей остается фактом. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.